Так, ну что ж, господа, не отсюда на самом деле наше приключение начинается. Это скорее уже точка где-то, наверное, четвертая, пятая по счету, но тем не менее она в каком-то смысле ключевая. Вот, здесь мы пробудем буквально несколько часов и далее отправимся в более интересное место. Если что, это аэропорт Домодедово в Москве. Но дальше будет немножко интереснее, господа, обещаю. А это вид из окон бизнес-зала аэропорта Домодедово, в котором я готовлюсь к своему первому в жизни перелету на самолете. Вот я и сел в первый в своей жизни самолет, который доставит меня в Узбекистан. Все, вылетаем. Ну тут баночка с водой есть. Вот это поворот! Одеялко какое-то, что ли. Короче, все цивильно. Супер. Welcome on board Uzbekistan Airways Air Traffic. Colleagues have living flight safety, so be ready to deploy all giving orders to presentation. Вперед. Мечта. Какой зеленый красавец был. О, мягкий. А вот она, кажется, взлетная полоса, насколько я понимаю. Дамы и господа, мы готовы к взлету. Убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, светлоперца в вертикальном положении, столик закрыт. Благодарю вас за внимание, желаем вам приятного полета. Ladies and gentlemen, while the party calls, make sure your seatbelt is fastened to the passenger table is locked. Thank you for your attention. Wish you a pleasant flight.
А здесь я уже нахожусь в бизнес-зале аэропорта в Ташкенте. Так как я лечу с пересадкой, то здесь мне нужно пробыть около 4 часов, чтобы подождать следующий самолет, который уже отправится в направлении Южной Кореи. Насколько вкусна узбекская кухня, ходят легенды. И вы знаете, все они правдивы. Вкуснее этого бургера я никогда не ел. Невероятно красивый вид ночного Ташкента из иллюминатора. Мое первое утро в Южной Корее и вид нереально красивых облаков.
Дамы и господа, наш самолет пришел в посадку в международном аэропорту Инчон в городе Сеул. Температура воздуха плюс 12 градусов. Просим вас не вставать со своих мест. Ремни безопасности должны быть застегнуты до выключения светового табло, застегните ремни. Не забывайте, пожалуйста, личные вещи в борту. От имени командира Тихонова Владислава экипажа благодарю вас за то, что воспользовались услугами авиакомпании Узбекистан Airways. Благодарю вас за внимание. До свидания. На таможенном контроле возникли какие-то вопросы к моей фотографии на распечатанном бланке Кеты. Кета — это что, такой альтернативный как бы документ, по которому можно прилететь, не делая визу, а потом уже на территории страны, то есть переделать на визу. Вот, и мне даже пришлось пройти в отдельную комнату, где мне задавал вопросы кореец о цели моего визита, и я показывал свою переписку с институтом и объяснял то, что я прилетел учиться. Вот, такие дела. Но, слава богу, все прошло хорошо, и, как видите, теперь я уже нахожусь сейчас в аэропорту Инчон, я в Южной Корее. И напоследок мне хотелось бы поделиться с вами фотографиями отеля, в котором я прожил практически 1,5 месяца по прилету в Корею. Так долго получилось, потому что умудрился выбежать в одной рубашке в 14 градусов и простыл просто. Такой вот классный вид из окна, по-моему, 11 этаж был, если я ничего не путаю. Да, и огромное спасибо моей маме, она помогла мне найти эти фотографии, они у нее сохранились после того, как я отсылал ей их в WhatsApp, потому что я их каким-то магическим образом потерял, то есть на телефоне их просто не оказалось. Такая вот ванная комната, приятно отделанная, все цивильно. Да, и в каком-то смысле легендарный унитаз с подогревом, ну, знаете, как в Японии. Обычно почему-то Япония славится этими унитазами, оказалось, что в Корее тоже они есть. Но я думаю, не только в Корее и в Японии. О, и кресло с массажем, но я не успел им ни разу, честно говоря, воспользоваться. Но вообще, очень приятные впечатления, конечно. Сейчас я вот смотрю на фотографии, теплые такие воспоминания всплывают в памяти. Что ж, на этом я буду заканчивать историю о том, как я прилетел в Южную Корею. Но это не эпилог, это лишь начало большого и светлого будущего, что ждет нас впереди.